Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, Скалска, Болгария. 2 февраля 23 год. Друзья, у нас сегодня дорожные рассказы. У нас поездка, и рано утром я выехал из Габрова. Мы поехали в аэропорт Варна, в летище Варна. Летище — это на болгарском языке аэропорт, чтобы проводить в Израиль нашу хорошую знакомую. Ну, я не знаю, как в принципе, друзья, конечно, можно из Габрова, наверняка есть пути помимо брать машину или помимо такси, но, скорее всего, это автобус из Великотырного. И логистически, ну, если есть возможность поехать на машине, конечно, нужно ехать на машине, потому что от нас нужно доехать до Великотырного, нужно синхронизировать время, когда уходит автобус, не опоздать, то сё, рано утром. И, в принципе, если есть машина, когда у друзей есть машина, друзья могут отвезти в аэропорт и также и встретить. Видите, всегда хорошо, когда есть друзья. Так что выехали мы из Скалско в 7:30 утра. И по спокойной дороге 3 часа 15 минут с небольшими остановочками приехали в Варну. Вы знаете, очень удобный аэропорт. Вот реально мне нравится ездить именно лететь через Варну или ездить в Варну, потому что дорога, смотрите, наша локация, вот то, что я говорил в предыдущем видео, что мы выбирали центральную и северную Болгарию. И в принципе от нас практически одинаковое расстояние до 4 аэропортов. Какие это 4 аэропорта? Первый, естественно, это аэропорт София. До нас, до аэропорта София, ехать где-то 2 часа 35 минут, 233 километра. Окей. Какие еще? Варна и Бургас. Это совсем в другую сторону. И до Варны нам ехать 3 часа 10 минут. И, в принципе, тот же практически километраж. Удобно. Третий аэропорт, друзья, третий аэропорт в Болгарии — это аэропорт Пловдив. Но из Пловдива пока что не летают рейсы на Тель-Авив. В ближайшем будущем идут разговоры, что компания Аркея, наша израильская, начнет из Пловдива летать в Бен-Гурион. Ждем, друзья. Интересно, конечно, потому что до Пловдива ехать быстрее. Хотя нам до Пловдива быстрее, но надо ехать через перевал Шипку. И это достаточно серпантинистая дорога, которая берет больше времени. Окей. И еще у нас есть 4-й аэропорт, это Бухарест в Румынии. Нам до Бухареста, Румынии, из Габрова ехать практически столько же, сколько до Софии, сколько и до Варны. И румынская граница, она проходится намного проще, чем турецкая, быстро, моментально. Так что Бухарест тоже можно рассматривать как альтернативу для полетов. Ну, кто, естественно, не боится кататься. У меня нет никаких проблем. Мне хоть в Бухарест, хоть в Белград, хоть в Мюнхен на машине сел и поехал. Абсолютно никаких проблем. Документы у нас есть, израильские паспорта, виз нам не нужно. И когда ты едешь в страну Евросоюза, не нужны никакие доверенности на машину, хотя доверенность у нас есть, потому что машина записана не на меня, машина записана на фирму. Фирма принадлежит мне, и у меня в бардачке лежит доверенность, где моя фирма доверяет мне, физическому лицу, права на вождение этой машины. Доверенность заверена на нотариуса, она сделана на английском языке, и она сделана еще на турецком языке. Но это для Турции. Поэтому сел и поехал, проблем нет.
В принципе, тоже то, что мы собираемся на днях, может быть, посетить, поехать в Бухарест. Вот. Что еще очень удобно, вот смотрите, 100 километров мы идем по федеральной трассе, которая называется A2, А2. И эта федеральная трасса идет от Варны до Софии, 470 километров. Трасса отличная, дорогу вы видите. Ограничения здесь, некоторые участки 120, некоторые 140. Замечательно, можно прекрасно ехать и не грешить на болгарские дороги. Вот. Ну, рулю. Чем люблю на дорогах Болгарии я ездить? Очень мало машин, практически вообще нет трафика. Друзья, вот смотрите. Центральная трасса, машин мало. Здесь едешь, не напрягаясь. Если в Израиле, проехав, например, ну, сейчас такая поездка, как будто я Ашкелон и Элат Ашкелон. Можно останавливаться. Есть здесь очень удобно, здесь очень много островков безопасности на дорогах. Если устали, где-то через каждый километр можно встать на обочине. Да и обочины широкие достаточно. Широкие обочины удобно. Ну, по дороге не так много бензоколонок. Поэтому рекомендую. И, в принципе, цены тоже на бензоколонках, они немножко разные. Они там могут варьировать несколько процентов. Поэтому заправляйтесь выгодно. Заправляйте полные баки бензина, дизеля, как в моем случае газ. Извините, газ сейчас на сегодняшний день самая дешевая цена в Болгарии — это 1 лев 15 статинок, 68 евроцентов. Бензин держится, и дизель, он немножко гуляет туда-сюда. Ну, у меня машина на газу, поэтому, естественно, проезжать такие расстояния мне более выгодно, чем бензин или дизель. Ну, ребят, практически в 2 раза, давайте говорить так. Поэтому так спокойно могу встречать, провожать аэропорта, и можем ездить за границу. Погода сумрачно, пасмурно. В Скалска было +4 утром. Сейчас здесь, где я еду, в районе Варны, +6 градусов. Такая погодка. Она достаточно редко такое происходит, когда так сумрачно. Ну окей. Дождя нет, и то хорошо. Иду где-то сейчас спокойненько, так 120. Радаров на этой трассе я пока... Нет, был там написано радар, но нет. Так что катаемся, смотрим по сторонам. Ну, сейчас, в принципе, такое время, когда нет особо видов. С одной стороны, кажется, то ли это сейчас поздняя осень, то ли вообще непонятно что, но мы уже зашли в весну. Отлично. Выходные дни ожидается, что к нам наконец-то, друзья, мы, скорее всего, закрываем проект по летней кухне. Естественно, я буду обо всем этом рассказывать. Нам уже сделали такой даже некий макетик. И я думаю, в выходные либо мы закроем эту ситуацию положительно, либо нам будет слишком дорого. Но мы посмотрим. По крайней мере, люди, которые это будут делать, это рекомендованные люди, у которых есть реально руки, они знают, что дальше. После 100 километров из Варны мы сворачиваем на другую трассу, и там уже пойдет дороги похуже. Потому что мы уже будем выходить по направлению к Великотырново, сначала Антоново, потом Великотырново, и потом уже
наша дорогая сказка. Ну вот, так что катаемся, смотрим по сторонам, получаем удовольствие. Хубавден. Сегодня в 19 часов будет стрим. Присоединяйтесь, друзья. Есть анонс. Поговорим, как обычно. Отвечу на все вопросы подписчиков. Подготавливайте вопросы в 19:00 по Болгарии. Ну и по Израилю, естественно, в то же время будет прямой эфир. Хубавден. До вечера. Шеелехам йом наим, говорим шели. And ciao, ciao, my friends.